Друзья, приветствую вас. Вот спокойно отдыхал, но здесь такое событие. Пока все расслаблены, пока все салатики кушают, в это время крипту, по сути дела, закидывают в космос глубоко. Сегодня биткоин ушел выше 31 тысячи, но здесь на самом деле рост идет на объеме, который не очень большой. И если сравнивать те объемы, которые проходили ранее, когда был период накопления, то по сути текущие значения указывают на то, что еще позиции не разгрузили. На что хотел обратить внимание вот сейчас, в текущий момент времени. Вот здесь очень мощный рывок был, соответственно прошел большой объем. Если в ближайший час, 2-3 не будет прорыва вот этого значения 31 650, то наиболее вероятно, что мы сейчас откатимся, и цель коррекционного отката будет возврат на 29 500 вот сюда, вот в этот диапазон. Если все-таки сейчас здесь происходит пробой, то ближайшая цель, которой вполне возможно он двинется, ну может быть не сразу, может быть через там какое-то количество дней, это 40 500. 40 500 это та цифра, вокруг которой, с моей точки зрения, должно быть определенная фиксация, либо достаточно существенный коррекционный откат. Вообще, как бы сейчас, после Нового года, с учетом того, что деловая активность, она все-таки еще в норму не вернулась, такие движения, они, ну, в общем-то, вполне возможны. Вот. Но с другой стороны, сейчас те, кто хотят торговать, они ищут, куда приложить свои усилия. И поэтому я полагаю, что если сейчас все-таки будет пробой вот этого значения максимального, мы можем определенный путь до 40 500 проделать. С другой стороны, все-таки более логично сейчас было бы сделать коррекционный откат, в идеале коррекционный откат на 29 500, ну и соответственно этот коррекционный откат получает развитие в том случае, если будет пробой 30 500, 30 300. Вот здесь определенное значение проходит, пройдя которое движение вниз по направлению 29 500, оно, скорее всего, все-таки произойдет, и оно, возможно, произойдет достаточно быстро. Но вот я неоднократно обращал внимание, не понимаю, чего все так по биткоину сходят с ума. Есть очень интересная штучка под названием эфириум. Опять же, никого ни к чему не призываю, не агитирую, тем не менее, здесь двойное значение, которое биткоин преодолел, вот эту вот хай, двойную вершину, эфириум до сих пор ее не сделал. С учетом того, какая монетарная политика в ближайшее время будет проводиться, наверняка эфир, ну если биткоин до двойной вершины догнали, и он его пробил и пошел выше, по эфириуму, я думаю, ситуация в ближайшее время весьма вероятно будет аналогичной. Он пока не так энергично движется, не хватает какой-то новости. Должна быть какая-то новость, которая вот это движение, для того, чтобы отработать двойную вершину и уйти повыше, она, скорее всего, я думаю, в ближайший месяц выйдет. И если рынки не развернутся, не рухнут, то эфириум это, в общем-то, такой интересный очень кандидат на то, чтобы очень быстро вот это движение совершить. Так, ну вот переходя по эфириуму на часовой график, на что здесь можно обратить внимание? Здесь, судя по всему, сейчас происходит коррекционный откат. Ну, поскольку деревья до небес, во всяком случае, сразу вырасти не могут, то, соответственно, здесь мы сейчас, скорее всего, получим движение, цель которого будет откатиться в диапазон 730-735. Если идет более глубокий коррекционный откат с пробитием 716 и 715, то в этой ситуации мы можем увидеть очень сильную просадку, ну, по крайней мере, с текущими значениями она будет очень сильной, с целью до 580. Так что, друзья, пока народ отдыхает, киты крипту двигают. Все, спасибо за внимание, удачи!